felt the air rise up in me, kneel down and clear a storm of leaves. I wander around, you can see inside my shell I wait and breathe. I felt the air rise up in me, kneel down and clear a storm of leaves. I wander around, you can see inside my shell I wait and breathe. The light of a bit of outside, the lights are brighter this time. Everything is fleeting, lost in me. My eyes are red and dumb, the hair is straining straight up. This is not the way I pictured me. Всем привет, с вами Лео, и сегодня мы поговорим о легендарном Кори Тейлоре. Кстати, не забудьте добавиться ко мне в друзья ВКонтакте, ссылочка под видео, ну и, соответственно, подписывайтесь на канал. А спонсором сегодняшнего видео является группа Excellent. У ребят очень своеобразный материал. Это настоящий годный металл из глубин Сибири. Ссылочку на их паблик я оставлю в описании. Сегодняшнее видео будет немного отличаться от предыдущих моих анализов, но всего лишь тем, что я добавил парочку новых пунктов. Начнем с самого очевидного. Мы сравним, чем же отличается все-таки мой вокал, который вы слышали в начале этого видео, от непосредственно вокала Кори Тейлора. Естественно, кто-то скажет или прокомментирует под видосом, типа, да что ты там вообще замахнулся? Да ты не звучишь как Кори Тейлор. Естественно, я не звучу как Кори Тейлор. Начнем с того, что мы выросли немножко в разных странах, у нас разные родители, у нас абсолютно разная физиология. И самое главное, у нас разные тембры голоса. Кори баритон, а я тенор. Представьте себе, что мои связки это два тоненьких листочка, а его связки это два здоровенных куска мяса. Плюсов и минусов в том, что ты баритон или тенор, в принципе никаких нет, потому что это твой индивидуальный голос, и, допустим, я могу брать те ноты, до которых Кори вряд ли нормально дотянется. Да, там есть куча видео, где там пищит, что-то скрипит, но эти ноты будут звучать у меня намного ярче и насыщеннее, чем у него. Точно так же, как его партии, которые он поет, не будут звучать так же насыщенно в моем исполнении. Каким образом можно объяснить разницу между разными тембрами голоса? Сейчас я вам это просто покажу. Я возьму гитару, вот, и сыграю одну и ту же ноту на разных струнах. Что у нас получится? Просто играю открытую третью струну. После этого играю на пятом ладу четвертую струну. Та же самая нота, но звучит она по-другому. Та же самая нота, играю ее на десятом ладу пятой струны. И то же самое на шестой струне на 17-м ладу. Вот. Я думаю, понятно, что струны становятся толще, и, соответственно, как бы нота, которая высокая, не совсем так ярко звучит, как звучит, например, вот эта струна на этой же ноте. То есть, если, допустим, я пою свою теноровую партию, она звучит, например, как-нибудь вот так вот. Да, потом, допустим, баритон или там низкий тенор поет эту же партию, она звучит вот так вот. Потом низкий там просто баритон, еще кто-то поет ее. И, например, бас. Вот. Я думаю, приблизительно разница вам понятна. Во время занятий с учениками я довольно часто сталкиваюсь с этой проблемой. Например, тенора довольно-таки быстро изучают микст, потому что связки тонкие, а вот баритонам и басам немножко в этом плане сложнее, потому что связки здоровые и их надо долго тренировать. Результат приходит гораздо дольше, но он приходит сразу качественный. Вот. А с тенорами это происходит так, что он, в принципе, может взять все, что надо, но звучит это не очень. Потому что в первую очередь надо разработать тембр, а не только научиться брать ноты. А чтобы разработать тембр, уходят годы. То есть тут, я думаю, понятно, что физиологически мы абсолютно два разных человека. Так же, как, например, я рассказывал в предыдущем видео про Сашу Шоколая, и там было четко понятно, что у нас очень разные голоса. Здесь мы наблюдаем то же самое. В начале этого видео я исполнил кусочек слипнотовской песни, которая была собрана из двух вариантов ее исполнения: студийного и концертного. В студийной версии он по большей части больше поет, я бы даже сказал, кричит просто чистым голосом, чем на концертах. Потому что на концертах он реально начинает орать на срыв. В моем же варианте мне пришлось немножко занизить свой тембр обычный певческий, то есть сделать звук не вот таким вот образом, чтобы
походить на баритона. Ну и вторую половину трека, естественно, я сделал немножко по-другому. Я просто заменил его концертные, кричащие, орущие фактически партии на обыкновенный перегруженный драйв. Правильно назвать вокал, которым пользуется Кори Тейлор, можно одним словом – харш. Для меня это значит одно – ор на связках. Что значит ор на связках? Это значит, что вся вибрация в виде расщепления вот этих вот всех хрипов и кричащего такого звучания образуется при помощи голосовых связок, а полезного в этом ничего нет. Давайте поговорим о чистом вокале Кори. Здесь, в принципе, ничего супер необычного нет, просто человек умеет петь. Обладает очень хорошим запоминающимся тембром. Ну и плюс он баритон, что придает ему выносливости в плане криков. Можно указать на несколько его таких манерных особенностей и ограничений, которые он редко преодолевает. Допустим, все свои партии он поет полностью на грудном звуке и фактически никогда не уходит в микс. Хотя при криках он довольно-таки часто им пользуется. Это не является какой-то супер странной вещью, потому что я научился петь миксом именно через крик. То есть я сначала научился расщеплять высокие ноты, а потом такой репу почесал и думаю, они же высокие, почему я их петь не могу? И могу там что-то проныть, да, а такую же высокую ноту взять, когда я пою, а не кричу, я не могу. Поэтому ничего удивительного в том, что он кричит довольно-таки высоко, здесь тоже нет. Ну и у него есть одна очень прикольная фишка в плане чистого, когда он довольно тихо поет, он немножко вот так вот гундосит. Это очень хорошо слышно в том же самом Wait and Bleed. На этом, в принципе, можно завершить рассказ о чистом вокале. Единственное, что со временем, допустим, если послушать ранние альбомы Slipknot и Stone Sour, сейчас он начал немножко подсипывать, голос немножко подсел, но своего вот этого тембра он не потерял. Связки-то помощнее, чем у Варснопа будут. Ну и раз уж я задел тему с Дэнни Варснопом, будет просто нелепо пропустить вопрос о вредных привычках. Насколько я знаю, совсем недавно Кори бросил курить после одного из туров. Видимо, начал все-таки понимать, что это немножко расходится с его основной профессиональной деятельностью. Ну и насколько я знаю, по молодости он очень сильно пил, ну и что-то там все-таки употреблял. Я не знаю, насколько это сказалось на его вокале, ощущениях мира и, в принципе, просто пении. Ну и давайте сравним теперь исполнение одной и той же песни, студийной версии и концертных с 97 года по 2016. Только что вы посмотрели три разных фрагмента. Первый — это студийная версия, второй — это концерт 98 года и концерт 99 года. Как вы могли заметить, то вот эти вот три записи максимально похожи между собой. То есть он поет это идентично записи. В то время группа довольно-таки много выступала, и отмазка на тему то, что потом захотелось что-то поменять, через какое-то время он начал петь по-другому, тут не прокатит. Давайте смотреть дальше и следить за изменениями. В этом фрагменте Джои похоже в мясо, а вот тема то, что Кори задыхается, это не что-то с вокалом, а просто вы посмотрите, как они рубятся. В таких костюмах так рубиться и нормально после этого дышать, ну, проблематично, я думаю, вы это сами понимаете. И тут хоп, в 2002 году он почему-то начинает немножко расщеплять эту партию. Расщеплять я имею в виду не с помощью ложных связок, а форсированием именно голосовых, потому что это ненормальное расщепление у него начало появляться здесь. Я читал историю о том, что они играли два концерта в один вечер, а в разных штатах из разряда что-то один в Нью-Йорке, другой в Сан-Франциско с разницей в час. То есть они отыграли один, полетели и отыграли другой буквально через час. И такие нагрузки на связки, которые беспощадно насилуются, просто бесследно не проходят. И то, что партии, которые нужно спеть чистым, он внезапно начинает немножко подрасщеплять, что-то подсипывать и хрипеть, в этом нет ничего удивительного. Смотрим дальше. После этого был какой-то перерыв, и я перерыл весь YouTube и не нашел ни единого видео с лайвом Slipknot именно с этой песни с 2005 по 2009 год. Я не особо сильно заморачивался по их истории, но вот сейчас как раз следующий фрагмент будет с их концертом с Download фестиваля 2009 года. Очень крутой, посмотрите, если не смотрели. И вот странное изменение, что тут он начинает нормально его петь. То есть, я не знаю, может быть он учился в этот промежуток времени, но что-то реально изменилось. Единственное, что хорошо заметно, он стал очень сильно сипеть. А вот с этого фрагмента с клоуном я что-то проорал вообще.
Я помню, что в 2006 то ли 2005 году Slipknot не пустили в Россию, и Кори тогда приехал в 2006 году на рамп со своей группой Stone Sour. Но так как большая часть репертуара Stone Sour это такие лайтовые песни, где он больше поет, то особо криков и нагрузок именно на связки в таком случае он себе не устраивал. Хотя и местами он выкрикивал, как вот, например, вот на этом видео, довольно-таки кривые вещи. Вот этот такой звук, ну, ничего полезного и здорового для связок в нем нет, тем более с вибрациями и с расщеплением. Часто его показываю просто с голосом и сипом. А вот еще один пример этой нездоровой фигни, давайте перейдем непосредственно к его крикам. Ну и теперь фрагменты песни Wait and Bleed. Как и в случае с чистым вокалом, который мы рассматривали немножко раньше, все эти три записи довольно-таки между собой похожи. То есть он пытается исполнить партию оригинальную. Но из-за того, что он просто кричит на связках и очень много воздуха на это тратит, а я рассказывал, каким образом образуются крики на связках. То есть вы выгоняете максимальное количество воздуха сквозь них, чтобы получить вот эту вот вибрацию как раз. И он просто начинает задыхаться между фразами. Если вспомнить по моим ощущениям, как я пел этот же самый фрагмент, то мне хватало дыхания на одну длинную строчку и вторую сразу. То есть в середине или в начале второй фразы я не начинал вдыхать. И в середине первой строчки тоже. Как видите, здесь это превращается в кашу, и он даже не пытается исполнять оригинальную партию, а просто тупо ее орет. В данном случае мы слышим вот этот сочный, жирный крик такой, по причине того, что он расщепляет всем. И ложными связками, и голосовыми. То есть, бывают и такие случаи, когда человек орет всем. И это тоже не особо полезная штука, потому что в данном случае мы имеем в виду, что человек кричит на связках, это значит, что часть вибрации, именно расщепления, приходится на голосовые связки, неважно, 1 это процент, или 50%, или даже 100%. То есть, если голосовые связки участвуют в расщеплении, то это уже не совсем хорошо. Ну и как я сказал немножко раньше, он уже просто задыхается и начинает вдыхать практически каждые 2-3 слова, как бы это тоже не совсем нормально. И естественно это увеличивает нагрузку на связки. В одном из своих видео я говорил, что люди, которые высоко поют, довольно часто получают расщепление абсолютно естественным путем. И вот в предыдущих этих фрагментах мы как раз видим и наблюдаем этот момент. Когда он кричит низко, вроде пытается спеть оригинальную партию вновь, да, там, и вот это дальше партия, она начинает расщепляться нормально. Расщепляет он там всем, но нормального звука там становится намного больше, чем в нижней партии. Где-то как раз после этого момента можно наблюдать, как он постепенно начинает поднимать свои партии, и если вспомнить, например, песню Blister Exist, да, то в куплетах он там высоко кричит, и это звучит нормально. Да, там слышно, что он что-то там на связках, но основной звук очень плотный и сочный. А что это говорит? Появилось расщепление на ложных связках. Услышали только что это? Что и требовалось доказать. Не знаю, что поменялось с 2009 по 2011 год. Насколько я помню, где-то, по-моему, в 2011 или 2012 году Кори писал, что пошел заниматься к Мелиссе Кросс, и что-то, похоже, она ему не особо помогла, потому что изменений особо я не заметил, стало только хуже. Вот если бы Кори пел все время, как вот на этом Download-фестивале, было бы очень круто. Двигаемся дальше. А
вот после этого момента его развлечения с криками на связках начали очень сильно сказываться, и звук начал превращаться реально в какое-то дерьмище. Он реально орет сорванным голосом, и это не особо даже приятно слушать. Смотрим. Понятное дело, что Slipknot не был бы Slipknot'ом, если бы Кори так не кричал. Это была бы совершенно другая группа и, возможно, не настолько известна. Я думаю, многие из вас знают, что Кори даже и не собирался идти в Slipknot петь и тем более кричать. Там просто получилось так, что он пришел петь, и группа решила, что он лучше поет, чем их оригинальный вокалист. И оригинального вокалиста постепенно отодвинули на задний план, и он в результате ушел. И Кори пришлось и петь, и кричать. Я думаю, вы понимаете, что я не обсираю или говорю типа, что Кори Тейлор хреновый вокалист. Ваши кумиры для вас это очень хороший показательный пример, который может помочь вам понять чужие ошибки и попытаться научиться на них. Дело в том, что куча народу, смотрящих YouTube, учатся петь как Кори Тейлор, кричат как попало, насмотрятся разных видосов от разных преподавателей и кричат. Но проблема в том, что вряд ли у 15-летнего школьника, который посмотрел какой-нибудь видос, как орать как Кори Тейлор, берет и начинает кричать как Кори Тейлор, есть деньги на лечение, которые есть у того же самого Кори Тейлора, потому что лечение голоса, все эти вот фониаторские дела, операции, это удовольствие, ребят, не дешевое. И моя задача просто вас предостеречь и предотвратить какие-то проблемы с вашим голосовым аппаратом. Ну и давайте выходим на финишную прямую и разберемся как раз в том, зачем вы все сейчас сидели и смотрели этот видос на протяжении там сколько, 15 минут, уже 16, не знаю, я сейчас снимаю и не в курсе пока сколько там получается. А именно я покажу вам вариант, каким образом можно исполнять партии Кори Тейлора, поставив себе нормальный вокал, научившись нормально пользоваться расщеплением, смесями и драйвом в данном случае. Смотри, какой момент, мой дорогой друг. Если ты пришел научиться сюда петь как Кори Тейлор за 5 минут или за 20, сколько идет этот ролик, у тебя ничего не выйдет. Потому что для того, чтобы научиться нормально это исполнять, нужно научиться делать расщепление, управлять им, хорошо его контролировать, перемещать, смешивать его с голосом в головном регистре, а потом уже научиться раскрикивать его и опускать вниз. Поэтому закрывай это видео, открывай на канале видосы, в которых я рассказываю про расщепление, а потом про смеси, и думай, сколько времени на это надо потратить. В одном из предыдущих видео я показывал, каким образом звучит мой голосовой диапазон, когда мы поем сверху вниз, по ноткам спускаемся в таком расщепленном звуке где-то 50 на 50, чтобы приблизительно попасть в партии Кори Тейлора. Мы берем нотку. Вау! 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 Да, и начинаем ее опускать. То есть наша задача получить вот этот грудной такой драйв сильно перегруженный. Мы берем вау! 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 Я думаю, и ежу понятно, сколько вариантов такого звука может быть. Вы можете менять количество расщепления в нем, оставив много голоса, сделав чуть-чуть расщепление, можно расщепить его совсем, можно раскрыть его как-нибудь на звук там прям такой. Это уже зависит непосредственно от вас и от того, что удобно непосредственно вам. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, ссылочка на меня в описании. Ну и оставляйте в комментариях свои вопросы и имена вокалистов, анализ которых вы хотели бы услышать. Скидывайте видео своим друзьям, потому что ваша поддержка для меня это очень важная штука. Увидимся в следующем видео. Пока.